Привет! На рынке наушников вкладышей пополнение Huawei FreeBuds 3. По стоимости это скорее конкурент Apple AirPods, но с одной интересной фишкой, которая у AirPods отсутствует. Я говорю про активное шумоподавление во вкладышах. Все это немного не укладывается в голове. Во вкладышах, у которых и пассивное это шумоподавление отсутствует, ставить еще активное, ход интересный, но немного противоречивый. И тем интереснее, что же из этого все-таки получилось. Так что присаживайтесь поудобнее, сейчас обо всем расскажу. Ну что ж, с упаковкой не подвели. Качественный картон с приятной типографией, ощущается вот прям что дорого-богато. Комплектация у третьих FreeBuds спартанская. Кроме кейса с наушниками и всяких инструкций, лежит только провод для зарядки Type-C. Впрочем, ничего здесь больше и не нужно. Единственное, Huawei же вроде нацелился в достаточно дорогой сегмент, и мне кажется, в комплект можно было положить силиконовые насадки, чтобы показать заботу о потребителе. По крайней мере для моих ушей, в которых вкладыши не очень держатся, это было бы к месту. Кейс сделан приятно. По размеру он чуть больше, чем у AirPods и сравним с кейсом AirPods Pro. За счет круглой формы его будет не так удобно убирать в карман, а обычно я кейс от наушников прячу в пятый карман джинсов, и из двух пар моих джинс кейс поместился только в одни. Он сделан из глянцевого пластика, в моем случае белого, но еще есть и черная расцветка. Механизм подключения наушников стандартный. Открываем крышку, нажимаем сбоку на кнопку и ищем в устройствах Bluetooth наушники. Далее при открытии кейса наушники автоматически цепляются к телефону. Понравилась крышка. В открытом состоянии ее удерживает довольно мощная петля, поэтому произвольно крышка не закрывается. И вообще сам механизм крутой. Открывать и закрывать крышку так же приятно, как на AirPods. Снизу на кейсе прячется разъем Type-C и маленький индикатор. Он светится зеленым, желтым или красным в зависимости от того, насколько кейс заряжен. И конечно здесь есть поддержка беспроводной зарядки. И единственное, что бесит, это металлическая вставка на задней части кейса с надписью компании. Она сразу собирает отпечатки пальцев, и если ее не протирать каждую минуту, выглядит убого. Наушники внешне похожи на AirPods, и единственное, что их отличает, это ножка наушника, которая идет чуть дальше самого вкладыша. Они все такие же компактные, в ушах сидят удобно, особенно если вспомнить Xiaomi Air 2, которые тоже сделали в стиле AirPods, но с ножкой намудрили. Расположение датчиков также не поменялось. На FreeBuds 3 можно рассмотреть и датчик приближения, который, тестируя наушники на Galaxy S10, у меня не работал. Но оказалось, так и должно быть. На официальном сайте Huawei так и написано. Функция плей-паузы на вынимание наушника из уха будет работать только с телефоном Huawei с оболочкой не ниже MUI 10. И кстати, это не единственное ограничение. Только на телефонах Huawei с MUI 10 при открытии крышки появляется анимация в стиле AirPods. На остальных телефонах на Android этого нет. Для полноценного использования FreeBuds 3 нужно скачать фирменное приложение Huawei iLife, которое пока есть только для Android. В нем можно посмотреть заряд каждого наушника и кейса и немного поднастроить управление, которое тут пока скудное. Всего можно выбрать из 4 функций. Ну и конечно, через приложение можно настроить активное шумоподавление. Еще раз, как это работает. В наушниках стоят специальные микрофоны. Они измеряют окружающий шум, который, как известно, представляет из себя волну. Далее звуковой сигнал извне преобразуется в инвертированную волну и передается на динамик. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. В теории шум гасится практически полностью. Все это достаточно хорошо работает в закрытых системах, к примеру, внутриканальных наушников, где кроме активной есть еще пассивная шумоизоляция. Но FreeBuds 3 это вкладыши, а значит пассивной шумоизоляции практически нет. А насчет активной, покрутив кружочек в приложении, можно настроить работу шумоподавления. Но единственное, что удается погасить, это и так еле слышимый низкочастотный гул. То есть для понимания гасится примерно процентов 20 внешнего шума, ну точнее гула. Поэтому на улице, в метро, где средние и высокие частоты превалируют, эффект шумоподавления практически не ощущается. Зато он немного ощущается дома, если, к примеру, рядом шумит холодильник, или в машине, если включен кондиционер. Но в целом на вкладышах трудно было ожидать чего-то другого, так что с учетом фор-фактора можем сделать вывод, что шумода в принципе работает неплохо. Что интересно, FreeBuds 3 работают на процессоре Kirin A1, и ровно на этом же процессоре работают фитнес-часы Huawei Watch GT 2, обзор на который недавно был на канале. И именно с помощью этого процессора реализовано шумоподавление. Kirin A1 достаточно экономичный. Huawei обещает время автономной работы до 4 часов с выключенным шумоподавлением и на громкости 50%. По традиции, проверяя автономность наушников на 100% громкости, FreeBuds 3 продержались 3 часа 59 минут.
Фактическая автономность получилась даже выше заявленной, но, наверное, в Huawei просто решили подстраховаться. От кейса наушники заряжаются за час и могут от него подзарядиться в сумме 3-4 раза. А вот что странно, нигде не пишут про влагозащиту, так что, вероятно, ее здесь и нет. Huawei заявляет, что в наушниках встроен датчик костной проводимости, что вместе с обещанной аэродинамической конструкцией микрофона должно обеспечивать хорошую работу в режиме гарнитуры. Но все эти громкие заявления сами по себе ничего не значат, так что давайте проверять их на деле. Проверяем работу микрофонов Huawei FreeBuds 3 в тихом пространстве, незаведенная машина. Как и ожидалось, меня слышно хорошо. Единственное, к чему могу придраться, наверное, чуть-чуть приглушенная речь, но в целом нормально. Проверяем работу микрофонов Huawei FreeBuds 3 в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. В принципе, слышно, как шумодав работает. Музыка реально затеняется на фоне, голос как бы превалирует, его слышно лучше, но за счет работы шумодава голос немного тоже как-то видоизменяется, становится его слышно хуже, но в общем нормально. Проверяем работу микрофонов Huawei FreeBuds 3 на улице. Ветра нет, мимо едут машины. Здесь также ощущается работа шумодава. Окружающее приглушается, но за счет этого голос тоже так становится не как обычно. Наверное, здесь допустимо провести сравнение с AirPods. Мне кажется, в классических, по крайней мере, AirPods, которые вкладыши, работа шумодава чувствовалась лучше. Приходит на ум фраза «размах на рубль, удар на копейку». Пообещав нам суперкачественные микрофоны, по факту мы не получаем чего-то особенного. Да, шумодав работает, но вместе с этим какого-то прорыва я не увидел. Во всплывающей подсказке прикреплю видео, там можно посмотреть работу микрофонов у Apple AirPods и для себя понять, кто же все-таки лучше. По мне, нормальные микрофоны, но не более. Вот смотришь на все эти рекламные картинки, так и хочется сразу купить. К примеру, благодаря процессору Kirin 1 нам обещают отсутствие задержки в играх и видео. Проверяем в YouTube, и действительно задержки практически нет, она реально стремится к нулю. А вот в играх она есть и отнюдь не маленькая, но справедливости ради меньше, чем у большинства ТВС-ушей. И в принципе вроде даже и поиграть можно. А вот почему-то дальность сигнала у наушников небольшая. Дома наушники еле-еле пробивают через 2 стены, дальше уже заикаются. Так, когда ходишь по городу, нормально, без прерываний. Кстати, на канале сейчас каждые 2 недели разыгрываем Mi Band 4. Условия простые: лайк, подписка и комментарий по теме видео. Примерно 15-30 числа каждого месяца в прямом эфире определяем победителя. А еще сейчас проходит розыгрыш 2 пар наушников, все условия в описании. Ну и самое интересное – качество звучания. Во FreeBuds 3 установлен 14-мм излучатель, что вообще солидно, и при подключении к телефону, по крайней мере на Samsung, автоматически определяется кодек AAC. И FreeBuds звучат приятно. Объемный звук с обилием низких частот, неплохой глубокий бас. Середина не блещет детализацией и немного смещена в сторону низких, за счет чего есть легкое ощущение глуховатости. Но ровно то же самое присутствует и у AirPods. Но в форм-факторе вкладышей такая настройка звука вполне целесообразна. Все просто, чтобы когда в шумном помещении ты выкручивал звук погромче, высокий тебе не били по ушам. И могу сказать, что среди вкладышей это первые наушники, которые мне наконец-то приятно слушать. Нет, тут нет какого-то там хай-фай звучания, но по сбалансированности для меня FreeBuds 3 звучат даже приятнее AirPods. Когда включаю шумоподавление, середина немного проседает, но это почти не ощущается. И, кстати, у меня наушники прямиком с Китая, поэтому во время переключения режима шумоподавления об этом оповещает женщина по-китайски. Скорее всего, в глобальной версии будет уже озвучка на английском. Ну и как всегда, таблицу с рейтингом всех наушников на канале можно будет найти в описании. Ценник на FreeBuds 3 стартует от $160, и за эти деньги мы получаем реально хорошее для вкладышей звучание. Активное шумоподавление как бы есть, но с таким форм-фактором вообще непонятно, зачем оно, хотя работает вполне сносно. Из минусов мне только не нравится, что наушники ориентированы на использование в связке с телефонами Huawei. На остальных вылезают какие-то ограничения, и непонятно, будут это допиливать или нет. А так получились хорошие уши, вполне себе такие конкуренты Apple AirPods. Пишите в комментариях, как вам FreeBuds 3, и если видео было полезным, поставь лайк и подпишись на канал. Ну и на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!